Здорово-здорово, братишки-сестренки! Приятного аппетита всем, кто кушает. Вы на канале Nix and Play. Победителем прошлого розыгрыша стал почтальон Печкин. Поздравляю тебя, братанчик. Приз я уже отправил на кладовщика Серегу Челнок. А кому не повезло, не расстраивайтесь, для вас у меня следующий розыгрыш. Он благодаря игроку с ником Кротик228. И прислал он на этот розыгрыш автомата КСУ и магазины к нему. Огромное тебе спасибо за поддержку, бро. Для участия в розыгрыше нужно обязательно подписаться на канал и написать комментарий не менее 5 слов, в котором нужно указать свой игровой ник. Итоги розыгрыша будут известны через неделю, 12 июня. Удачи в розыгрыше! Все розыгрыши проходят на сервере EO1. Вышло дополнение к предыдущим дневникам разработчиков, в котором ребята решили внести больше ясности для негодующих игроков. Получается, комментарии разработчики все-таки читают и слушают мнение своего комьюнити, а то многие ребята писали и пишут до сих пор, что, мол, разрабы не обращают внимания на игроков. Это дополнение к дневникам как раз доказывает обратное. Поэтому имеет смысл что-то писать и оставлять комментарии, тем самым высказывать свое мнение в них, чтобы вас услышали и послушали. В общем, перейдем к разбору очередной части дневников. Я, конечно же, понимаю, что опоздал с ними, но прошу понять меня, так как я физически не успеваю все сделать один. Спасибо, ребят. Всем группировкам, которые владеют донатной базой, на момент выхода обновления будут возвращены средства за ее покупку на аукционе. Средства будут зачислены на баланс базы. То есть, за свои мультимиллиарды группировки могут не переживать, их вернут, и глава спокойно приберет их к себе обратно в мешочек. В течение 2 месяцев с момента выхода PvP обновления будет производиться оценка активности группировок, по результатам которой уровни существующих группировок будут откалиброваны. В связи с этим новые и неактивные группировки не смогут сделать ставки на торгах, а все донатные базы, которые находятся во владении группировок на момент обновления, будут продлены на время калибровки, чтобы у игроков было время познакомиться с новыми внутриигровыми механиками. В аукционе донатных баз смогут принимать участие только группировки, достигнувшие определенного уровня. Для достижения данного уровня потребуются очки группировки, которые можно заработать в участиях в различных PvP и PvE активностях. Это все говорит нам о том, что кланы-однодневки как не могли позволить себе базу, так они ее и не купят в принципе. Для участия в торгах нужен будет уровень клана, от него будет зависеть и рейтинг соответственно. А очки для поднятия уровня, как я предполагаю, будут зарабатываться на PvP-арене или же даваться за захваты баз и укреп точек, также за прохождение ивентов, но это все возможные мои предположения. Более подробно о новой системе уровней и калибровки кланов будет известно в будущих дневниках, так утверждают сами разработчики. Как некоторые ребята писали в комментариях под прошлым видео, мол, лучше бы они устранили проблемы с огромным количеством кланов-однодневок. Так вот, чем вам не устранение проблем? К тому же это все еще не конечный результат. В продолжении темы о группировках мне очень понравились следующие изменения. Слушай, количество группировок, которые могут одновременно находиться в союзе, будет увеличено. Также появится возможность сформировать крупный альянс из союзных группировок. И еще союзные группировки смогут получать точку возрождения, безопасную зону и пользоваться большинством услуг союзной донатной базы. И увеличит количество донатных баз. Поэтому хватит всем, можете не беспокоиться. Ну и что это? Вау просто! Блин, вот из-за таких изменений геймплей может в корне поменяться. Естественно, в положительную сторону. Ты только представь, это можно будет создать реально огромный альянс группировок и держать в своей узде весь сервер. Мне кажется, это будет 2 противостояния, ПК-кланы и анти-ПК-кланы, альянс и орда, так сказать. А уж на чьей стороне окажешься ты, покажет время. В глобальном обновлении PvP составляющей проекта игроков ждет множество интересных механик и изменений, подробности о которых мы узнаем уже в следующих дневниках разработчиков. Ну что, ребят, это, конечно, далеко не вся информация об изменениях, которые нас ждет, но исходя из полученного, я с легкостью могу сказать, что игра в корне поменяется. И одиночке уже будет невыгодно блуждать по зоне. Все кланы начнут забиваться в крупные альянсы, чтобы оторвать кусок как можно больше, и смею предположить, что в будущем определенные альянсы кланов будут держать определенные локации, как это происходит сейчас с островом Южный на Новой Земле. И еще, к слову об этом, уже есть небольшой намек на то, что на доске объявлений будет показан рейтинг кланов. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Обязательно подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну и не забудь, конечно же, написать комментарий, что ты думаешь про грядущее обновление. До скорого, братья-сталкеры. Увидимся в зоне. Be back.